Приветствую, друзья! Многое мы с вами уже встречали от гибридных внутриканальных наушников и с 10-мм динамикой, 6-мм магнитостатического драйвера еще не было. Сделала их компания Hidis, плюс насадок в комплект к M2 положили хороших и довершили конструкцию 3 парами сменных фильтров на резьбе. Выглядит модель просто сногсшибательно, целая куча вариантов для тюнинга звука. В общем, есть о чем поговорить. С графиками, описанием. Все, друзья, как вы любите. Собственно, поехали. Пришли наушники в строго оформленной картонной коробке с логотипами производителя и пройденной HRS аудиосертификации, изображением модели, а также подробным списком технических характеристик с обратной стороны. Из важного отметим импеданс 18 Ом и чувствительность 104 дБ. Внутри находим стандартный комплект документации, вот такой вот симпатичный чехол из кожзаменителя, 2 набора черных силиконовых амбушюр разной формы и диаметра отверстия и металлический держатель для 2 пар сменных фильтров. Еще одна пара уже установлена на наушнике, то есть имеем классическое трио с упором на бас, середину и подчеркивающие высокие частоты. Кабель тут плотный, витой, с гибкими заушинами из термоусадки и прямым металлическим штекером. Аппаратура показала его сопротивление равным 0,642 Ома. Не идеал, конечно, но нормально. Соединение же осуществляется на вилочных коннекторах 0,78 мм. Сами чашечки имеют прозрачную внутреннюю часть, сквозь которую прекрасно виден 10-мм динамик и компенсационное отверстие над ним. Заявленный магнитостатический 6-мм излучатель стоит непосредственно перед звуководом, который в свою очередь наделен всеми необходимыми функциональными возможностями. Внешняя же часть полностью прикрыта металлической пластиной с играющими на свету гранями. Фильтры здесь очень напоминают то, что мы видели в BKS Oten, однако в MM2 решили отказаться от магнита в пользу классической резьбы. Плюс в этом, конечно же, есть. Потерять такие фильтры просто невозможно, но эстетически это уже шаг назад. Смотрятся наушники классно, сидят удобно, да и звукоизоляция в них на высоте. Вот так вот это все и выглядит. По измерениям у нас чуть более продолжительный относительно нормы импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,8%, что очень даже неплохо. Фаза ведет себя естественно, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 76 и 96 миллисекунд, причем практически без возмущений. Разница между амбушюрами присутствует, однако разброс у них несущественный. Вот по фильтрам мы имеем уже более интересную картину. Так, разница между золотыми и серебряными заключается в легком снижении амплитуды низких частот и увеличении пика на 2,5 кГц. Если же добавить красные басовые фильтры, становится видно, что с двумя предыдущими они имеют очень мало общего. Баса становится много, заход на середину уже не такой пологий, пик на 2,5 кГц почти убрали, оставив только выделение 4 кГц. Ну и классический уже пик на 8 кГц имеется везде, по нему я, собственно, и центрировал все полученные измерения. А отсюда вывод, что наушники могут звучать очень по-разному. Если золотые и серебряные еще как-то держат систему в одной метрике, играя лишь балансом, то красные полностью все меняют на свой лад. Из всего разнообразия ЧХ я решил рассмотреть вариант на золотых фильтрах с насадками с широким сердечником, где мы имеем подъем низких частот на 12 дБ с плавным заходом на середину, аналогичные же амплитуды выделения области разборчивости с пиками на 2,5 и 3,8 кГц, а также классический пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. Весь же диапазон нам честно довели до заявленных 20 кГц. Настройка, как видим, имеет множество вариаций, так что о ней еще будет повод поговорить в контексте звучания. Для начала давайте разберемся с тюнингом, которым изначально наделены данные наушники. 2 набора амбушюр тут реально не для галочки. Так, черные с узким отверстием на слух мне показались грубее и немного ярче второго набора. Попытка же установить на MM2 мои любимые насадки от КБР вообще ни к чему хорошему не привела. Лучше всего оказались стоковые амбушюры с широким сердечником. Именно с ними звучание приобретает особую, приятную слуху мелодичность и
своеобразную эстетику. Перебирая фильтры, серебряные от золотых, как мы помним, отличались весьма условно. Где-то график был чуть выше, где-то чуть ниже. Оттого серебряные действительно кажутся резче, а золотые чуток басовитее. Однако в любом случае звучание с ними сложно назвать сбалансированным. Оно немного смещено в светлую сторону, тем самым подчеркивая динамику, четкость и скорость подачи. Другое дело красные фильтры, которые нам знатно так наваливают баса, тем самым привнозя в звук тот самый баланс, но при этом смягчая, утепляя, делая его куда менее выразительным. Да, правильное распределение частот штука сверхполезная, но серьезная потеря в скорости несет за собой ухудшение ясности, драйва, разборчивости и всех остальных критически важных характеристик звучания. Потому красные фильтры я лично не оценил и никому не советую, как в общем-то и серебряные, где по резкости и агрессии становится уже перебор. Так что фильтры это прекрасно, но кроме золотых ничего особенного они не предлагают. Можно, конечно, поиграть с ними самостоятельно, подкладывая различный демпфирующий слой, но то будет уже движение практически на ощупь. В итоге я остановился на амбушюрах с широким горлышком и усредненными по звучанию с золотыми фильтрами. Подача в такой конфигурации меня лично более чем устроила. Чуть поджатый, но глубокий и очень текстурный бас, приятный со своим собственным характером средние частоты. Вот есть в них что-то особенное, я бы даже сказал, кошерное. При этом выразительность здесь прекрасная. Передача тембров на высоте, а в самом звуке есть тот самый воздух, что не позволяет инструментам смешиваться или хоть как-то друг на друга наползать. Виртуальная сцена рисуется широко и, что куда важнее, достаточно глубоко. То есть слушать тут можно не только какую-то простую, но и акустически сложную оркестровую музыку, ну или же мультиинструментальный джаз. Единственный нюанс – это то самое смещение нашего внимания в сторону высоких частот, хотя сами верха здесь не особо яркие или резкие. Послушал достаточное количество тяжелой музыки разной степени качества. Да, всякие там тарелочки я лично предпочитаю поспокойнее, но и о данной конфигурации ничего плохого не скажу. Бас находится на своем месте, просто прекрасная передача ритмической секции, небольшое выделение вокала и в меру комфортные, чуть подсвеченные верха. Особо чувствительных к данному диапазону считаем, что я предупредил. Ярковаты, но вот прямо в меру, чтобы правильно подчеркнуть агрессию, повысить восприятие переходных характеристик и общей детализации. При этом у звука имеется вес, глубина, четкость и мелодика. Его реально хочется слушать, причем вне зависимости от жанра. Каких-то особых требований на усилительный тракт данные наушники не накладывают, но лучше всего они споются с чем-то более-менее серьезным. Дешевые свистки на чипах Realtek или Connexant в данном случае не при делах. Например, Hidis MM2 просто потрясающе спелись со стационарным ЦАПом SMSL SU6 в паре с недорогим усилителем для наушников Topping L30. Мощи у данной связки хоть отбавляй. При этом сам ЦАП имеет небольшое такое аналоговое смягчение, а усилитель наоборот нацелен на максимальное разрешение. То есть и по массе получился полный порядок, наушникам не пришлось самостоятельно уплотнять звук. И по проработке они лишь подчеркнули детали. Впрочем, скорости, мелодичности и драйва у наушников хватает своих. А значит, они вполне могут улучшить звук какого-нибудь бюджетного аудиоплеера или музыкального по характеру мобильного ЦАПа. Держитесь только подальше от изначально очень ярких источников. С ними у героев обзора может быть вот прям очевидный перебор. Сравнивать MM2 с чем-то дешевым, как вы понимаете, нет никакого смысла. По одному лишь характеру звучания Hidis просто уничтожит их в пыль. Ну и в старшем ценовом сегменте со спорным балансом делать тоже особо нечего. По факту же героев обзора на равных удалось сравнить только с 7 Гц Eternal, где на какой-то акустической музыке мне больше понравились динамический Eternal, а на электронных и электрических жанрах MM2. Последние, на мой взгляд, чуть ближе придвигают к нам сцену, немного резче, острее на пиках и чище на верхах. Высокие, кстати, отмечу, Hidis намного реалистичнее. Просто прекрасное разделение, продолжительность и отработка затуханий. 7 Гц же преподносят их заметно мягче, с легким таким частотным смещением, да и затухают они куда быстрее. Но это уже скорее придирка и попытка хоть как-то обозначить одни хорошие наушники на фоне других. Лично меня обе эти модели зацепили,
запили примерно одинаково. Итогом гибридные внутриканальные наушники Hidis MM2 лично меня однозначно порадовали своим действительно богатым комплектом, где даже насадки подобраны так, чтобы вы могли с их помощью влиять на звучание. Плюс еще система встроенных фильтров. Правда, здесь это скорее как пятое колесо, но все равно дает возможность дополнительно экспериментировать со звучанием. А вдруг это то, что вы давно и безуспешно искали? Сам я остановился на насадках с широким сердечником и золотыми фильтрами. С ними и бас получился прямо очень достойный по глубине и скорости, и серединка с приятным таким мелодичным характером и просто превосходной динамикой. Верха же, думаю, за счет магнитостатического драйвера удивляют своей продолжительностью, прозрачностью и прорисовкой различных затуханий. С точки зрения тембров к данным наушникам не может быть вообще никаких вопросов. Однако баланс нам немного сдвинули в сторону высоких частот, что делает звук заметно светлее и резче. Кому-то такое заходит, кому-то нет. Это уже вкусовой нюанс. В сухом же остатке у нас просто шикарное для своего сегмента звучания со своим характером, подчеркнутым драйвом, уклоном в детали и при этом неплохой выразительностью, мелодичностью и построением сцены в глубину. Вполне могу рекомендовать, модель действительно внушает уважение. А на этом у меня все. Это были гибридные наушники Hidis MM2. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.